Привет, народ. Это не реакция, это отвлеченное видео. Меня в комментариях попросили рассказать, как я познакомился с творчеством Дианы. Окей, расскажу. Кстати, вы заметили, да, какое прекрасное изображение. Я же обещал, что теперь оно будет просто чистейшим, идеальным. И вот так оно и есть. Так, возвращаемся к теме. Как я уже отмечал, мое знакомство с творчеством Дианы произошло не 3 года назад, а много позже. По большому счету, вообще совсем недавно, если так подумать. 2018-2019 год. Я просто жил себе и жил. Обычной жизнью, как и большинства людей. Другой уклад, другие заботы, чуть другое отношение ко всему. Ни на что не рассчитывал, ни о чем особо не задумывался. Телевизор я уже тогда почти не смотрел, если только где-то не у себя. Не по своей воле. Но шоу «Ты супер», напротив, мне попадалось несколько раз в тот период. Раза 4, наверное. И ни один из них по какому-то, не знаю, непонятному стечению обстоятельств, попадаясь мне на глаза, не охватывал по времени тот промежуток, когда там выступала Диана. Вот ни разу просто. Как это обычно происходило? Ты где-то в гостях находишься или в каком-то помещении, транспорте, где есть телевизор. Вот идет передача, ты обращаешь внимание на экран, смотришь, только начинаешь заинтересовываться, и потом что-то происходит. Либо канал переключают, либо отвлекают тебя, или ты уходишь, либо еще что-то. И все, и оно забывается моментально. Вот бы хотя бы раз в тот момент мне попалась Диана на глаза. Что бы было тогда? А никто не знает, что было бы. Возможно, ничего бы вот этого не было. И канала тоже. Я причем допускаю это с большой вероятностью, серьезно. Значит, судьба так распорядилась. Ничего в этом мире не происходит случайно. Значит, я должен был узнать о Дианушке именно тогда, когда узнал. Зато у меня был и есть интернет. И я вообще со временем стал больше на зарубежный сегмент налегать. Благо, понимаю английский. Но есть у меня такая традиция посматривать реакции иностранные. Как бы. Дело-то благодатное. Почему? Потому что, во-первых, ты закрепляешь язык, во-вторых, ты одновременно как ознакомливаешься и с новостями и явлениями в своей собственной стране, так и сразу видишь мнение вот оттуда, из-за границы. Конечно, зачастую эти реакции пресные, но бывает попадаются интересные люди, которые тебе могут что-то поведать со своей стороны, чему-то научить даже. Вот одно из таких направлений — это реакции на русскую культуру. Естественно, музыка — это одна из дорожек этого направления. По сути, я делал то же, что и вы сейчас. Просто смотрел реакции на отечественных певцов. Такие периоды у меня иногда происходят в жизни. Такая потребность, тяга к этому. Вот, ну и в один прекрасный день путем каскада от одного артиста к другому, то ли через Пелагею, то ли через еще кого-то, мне выдало. Реакция на Диану Анкудинову, Dernier Danse. Ну и просмотров немало, что-то около 1 000 000. Я удивился даже. Я открыл. И все. Этого человека больше никто не видел. Ну, то есть на самом деле старый человек просто умер. На этом месте родился новый.
Я исчез с радаров. Это был запой такой, культурный запой на несколько дней. За неделю я просмотрел просто все. Смел, впитал, переварил. Я влюбился во всех смыслах. Произошло это в сентябре 2020 года. То есть, как я говорю, совсем недавно. Вот так. Интересная заметка, что ни разу мне Диану не выдала напрямую в рекомендациях. Ни разу. Да и через других артистов тоже не сразу. Потому что вот я эти набеги на зарубежные реакции провожу, наверное, каждый квартал. Ну, где-то так. И только в последний раз выдала ее. И это не только Дианы касается. Есть минимум, 1000 молодых дарований, которые тоже YouTube никогда не порекомендует. Только если искать самому. Ладно, я знаю язык, там, могу воспринимать его на слух. Но большинство людей не знают. А значит, тот путь, что прошел я, он закрыт через иностранные реакции. А вот у нас за границей Диану до сих пор обсуждают. Но после этого я обратил внимание на российский сегмент и вижу. Голяк. Полный. Ну и тут срабатывает ситуация, которую я описывал в реакции на песню «Мэвой». Ну и кто поднимет руки? Кто начнет о Дианочке рассказывать людям? А? Ага. Никто. Ну, значит, остается мне. И вот результат. Но это на самом деле вторая причина. Есть еще одна. И она главенствующая. Но ее я раскрывать не буду. Пусть полежит. Вот так вот. Вот у меня российских рекомендаций не было. Зато у нового поколения, назовем это так, они появились. Хотя бы в моем лице. Это я сейчас себя не выгораживаю, ничего. Просто говорю. Просто надеюсь, что вот это видео тебе, дорогой зритель, ни о чем не подозревающий новый поклонник Дианы, какими-то алгоритмами его выдаст. И по цепочке это изменит твою жизнь и жизнь там твоих окружающих людей, окружающих тебя людей. Как Диана поменяла мою однажды. Вот. 18 февраля этого года на этом канале, который создан был еще где-то в 2013, да. В 2013 году он был создан. С тех пор пылившийся ровно 2 месяца назад путем невероятной мотивации, огня в душе и эйфории было выпущено первое видео с реакцией на Dernier Dance, которому, чувствую, требуется ремейк. Но у меня на этот счет есть некоторые мысли. Есть. Видео экспериментальное, несовершенное, но встреченное вами с теплотой. За что спасибо. Дианина публика не разочаровывает. Вот такая несложная история, как бы. Вы можете написать в комментариях о вашем знакомстве с данным замечательным человеком и артистом. Обязательно напишите, да. Вот. Ссылка на канал Дианы будет в описании. И давайте уже добьем 1000 подписчиков. Ну, пожалуйста, подарите мне спокойный сон. Умоляю вас. Все. Пока, народ. Ждите реакции. Но на этот раз следующее будет не сразу. Наверное, где-то в середине недели и даже ближе к концу. Спасибо вам за любовь и поддержку Дианы. Это главное.
До встречи. Я вас обожаю. Пока.